Привет! Сегодня у меня на обзоре динамические проводные EEM наушники Kiwi Air с Cadenza, которые оснащены 10-мм драйверами с бериллиевыми диафрагмами. Конструкция классическая, по одному динамику в каждом. В коробке с наушниками помимо провода имеется 3 комплекта насадок различной жесткости, однако по форме они мало чем отличаются. Их длинный и довольно узкий сердечник заставит немного попотеть, чтобы натянуть амбушюры на звуководы. Создается такое ощущение, что они вообще из другой оперы и никак не стыкуются с самим устройством. Хотя по факту и на глобус можно многое натянуть, так что если постараться, то и с этими насадками все получится. Тем не менее, даже коробочные варианты мне лично не очень зашли. В целом на первое время пойдут, но лучше будет их заменить, ведь когда я применил сторонний комплект из своей коллекции, то все встало на свои места, появился нормальный эффект вакуума и пассивной шумоизоляции. Если же выбирать из того, что есть, то полупрозрачный белый больше всех подходит на роль временных, по крайней мере в моем случае было именно так. Еще одной конструктивной особенностью являются корпуса наушников. Они компактные, имеют максимально лаконичный дизайн и при этом полностью литые. Никаких стыков и неровностей на их поверхности нет. По цветовым решениям имеется 4 варианта на выбор. Красные, зеленые, фиолетовые, ну или как в моем случае синие. Звуководы здесь прикрыты металлическими пластинами с перфорацией и сами по себе не сильно длинные. По всей видимости, именно этим и обусловлен такой набор амбушюр с длинными сердечниками. Если их менять на сторонние, то данный момент необходимо будет обязательно учесть. Помимо самих наушников удобным оказался и провод. Он мягкий и в меру тонкий, но самое интересное, он не скручивается и не генерирует хаотичные узлы при любом удобном случае, как, к примеру, у тех же наушников KZ или в других моделях данного ценового сегмента. Стоковый провод зачетный, его менять я бы не стал. Так что по сборке, эргономике и удобству использования все супер, но если только не считать историю с амбушюрами. Теперь что по звуку. И здесь наушники меня также немного удивили. В основном именно характером своего звучания. Дело все в том, что от динамических драйверов я привык слышать классическую вэшку, то есть более басовитое звучание с утопленной серединой. Однако в нашем случае Cadenza выдает сбалансированное и ровное звучание без характерных акцентов на границах. Звук получается очень приятный практически в любом жанре музыки. Отмечу сразу, что многим, привыкшим к V-образной настройке, звучание в стоке может не понравиться, но здесь также еще и замечу, что важен именно потенциал для настройки. Более ровную АЧХ при условии, что производитель предоставил ресурс с запасом, намного легче перекрутить под свои предпочтения, нежели изначально выкрученную вэшку в стоке, во время коррекции которой могут вылезти артефакты и грязь. Да и по громкости при таких раскладах можно получить серьезную просадку. В нашем случае с этим все в порядке. Сток звучит красиво, мелодично, в меру бодро и при этом без лишних украшательств. Очень тепло и привычно классически играет старая электроника и роковые композиции. Сложная инструментальная музыка этим наушникам также по зубам. Как и во всех внутриканальных наушниках, бас здесь имеется, но он не чрезмерный. Низкие частоты середину не перекрывают, а больше дополняют. Переход из нижнего регистра в средний практически незаметен, при этом сохраняется должная глубина и хорошая скорость атаки. При такой АЧХ вокал и инструментальная составляющая музыкальных композиций очень хорошо прорисовывается, не давая ничего пропустить. Любители мелодичного звучания разочарованы точно не будут, все акценты на своих местах, детали не теряются. При этом верхушки ведут себя очень спокойно и не пытаются выпилить мозг. Они подчеркивают и без того полную картину происходящего, при этом на себя одеяло не перетягивают. Оттого общее восприятие от звучания уютное и, можно сказать, такое домашнее. Ну и разумеется, для эквалайзера здесь есть куда разгуляться, причем громкости хватает как при прослушивании напрямую со смартфона, так и с отдельного источника. Лично я этим наушникам большинство времени отвел при прослушивании в связке со своим плеером Hibi R3 Pro Cyber, в котором есть как классический эквалайзер, так и свой собственный. Моя музыкальная коллекция максимально разнообразна, и в большинстве случаев данные наушники справлялись со всеми композициями великолепно. Как я уже успел озвучить ранее, звук здесь приятный и больше отдает теплотой. Таким образом, за ценник в плюс-минус 35 баксов мы получаем практически мультижанровое устройство с хорошим запасом по громкости, правильной частотной настройкой и огромным потенциалом для своих эквалайзерных экспериментов. Здесь только амбушюры под замену, а все остальное можно оставить как есть. В общем, если вы, как и я, любите в звучании мелодичность, детали и при этом слушаете кучу разнообразных жанров, то на данные наушники я однозначно рекомендую обратить свое внимание. Модель получилась интересная и универсальная.
Ну и на этой прекрасной ноте вроде бы все, что хотел по этим наушникам, я рассказал. Спасибо, что посмотрели это видео, лайк, подписка по желанию, и увидимся в следующем моем ролике. Пока-пока.